Добрый вечер, друзья! В эфире мой очередной обзор шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов. Это были заключительные матчи в этом году. Один матч был перенесен со вторника на среду, и в нем французский ПСЖ разобрался с турецким Истанбулом. Неймар, оформивший хэт-трик, теперь обладатель рекорда Лиги Чемпионов и Кубка Европейских Чемпионов. У него по 20 забитых мячей в составе двух клубов, а именно Барселоны и ПСЖ. Автобус, выставленный Локомотивом, не помог железнодорожникам выстоять в матче с Мюнхенской Баварией. Немцы, особо не прилагая усилий, забили два безответных гола в ворота москвичей, оставив их без побед в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. 3 набранных очка и 4 занятые места в группе Лиги Чемпионов в течение 3 последних лет – это реальность для Лока, и нет предпосылок для восхождения вверх, хотя бы для завоевания путевки в Лигу Европы. Хотя до последних туров надежда еще теплилась. Сегодня она погасла окончательно. Зюле и Шупа-Мотинг во втором тайме отличились по разу у Баварии. Во втором матче группы Red Bull уступил дома Атлетико 0-2 и не воспользовался шансом выйти в 1/8 Лиги Чемпионов. Австрийцы выходят в Лигу Европы. Дальше прогнозируемо идут Бавария и Атлетико. Невероятно запутанная ситуация была перед последним туром в группе Б. Любой из четверки мог выходить дальше как с первого места, так и остаться на последнем четвертом в случае проигрыша. Преуспел в этом Реал, одолевший дома Гладбахскую Боруссию со счетом 2-0, дублем отметился Карим Бензема. Немцы тоже проходят в 1/8 Лиги Чемпионов, так как Интер не смог победить дома Донецкий Шахтер и остался на последнем месте. А вот горняки выходят в Лигу Европы, и это большой успех, так как группа была очень непростой. В группе С было все понятно заранее. Манчестер Сити и Порту идут дальше, переиграв Марсель и Олимпиакос со счетом 3-0 и 2-0 соответственно. Греки вышли в Лигу Европы с 3-го места. Ну и в группе Д дальше идут Ливерпуль и Аталанта. Причем игроки Аталанты одолели с минимальным счетом на выезде голландский Аякс, отправив их в Лигу Европы. Вот такой выдался заключительный тур группового этапа Лиги Чемпионов. Завтра не пропустите также последние матчи шестого тура Лиги Европы. Московские армейцы, потерявшие шансы на выход в следующий раунд, думаю, в любом случае поборются с Загребским Динамо в выездном матче. На этом мой выпуск подошел к концу. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, Ренат.